Достаточно сложно подобрать смартфон, у которого будет полноценный экран без всяких челок, вырезов под фронтальную камеру или других отверстий. В этом видео я расскажу тебе про 8 современных смартфонов, в которых используются различные решения в части фронтальных камер. Выезжающая поп-ап, поворотная флип или скрытая под экраном. И я уверен, что о многих из них ты даже не слышал. Поэтому смотри это видео до конца, чтобы узнать, какие технологии фронтальных камер уже используются в 2021 году. Поехали! Одна из самых удачных моделей с поворотной камерой – смартфон Asus Zenfone 8 Flip. Техническое решение, позволяющее перебрасывать тыловую камеру с разрешением 64 мегапикселя на 180 градусов для фронтальных снимков, уже было опробовано в предыдущей версии смартфона Asus Zenfone 7 Pro. Смартфон может похвастаться большим объемом памяти 8256 ГБ, а также быстрым процессором Qualcomm Snapdragon 888. Отличный вариант для тех, кого раздражает лишние отверстия на экране или не до фронталки. Asus Zenfone 8 Flip – это смартфон с уникальной поворотной камерой. По сути, прямых конкурентов у модели просто нет. Качество селфи-снимков благодаря такой конструкции просто превосходное. Производительность на хорошем уровне, но корпус порой заметно нагревается. Средняя цена на смартфон в районе 60 тысяч рублей. А следующий смартфон может похвастаться полным отсутствием выреза или челки, и это Xiaomi Mi Mix 4 5G. Флагманская модель от Xiaomi работает на базе топового процессора Snapdragon 888+. Фронтальная камера с разрешением 20 мегапикселей спрятана непосредственно под экраном, не мешая и не раздражая пользователей. Активируется она при включении соответствующего режима съемки. Тыловая камера комбинированная, с основным модулем на 108 мегапикселей. Появление Mi Mix 4 многие пользователи Xiaomi ожидали 3 года. И в целом новинку можно назвать достойным флагманом. Среди преимуществ устройства можно отметить сверхбыструю зарядку, AMOLED-дисплей 120 Гц и стильный керамический корпус, а также хороший звук и эффективную систему рассеивания тепла. Для многих важной чертой смартфона может стать поддержка Wi-Fi 6 и 5G. Цена на смартфон примерно 90 тысяч рублей. Какие фронталки меня еще удивляют? Это, конечно же, камеры типа Pop-Up, то есть выезжающая из корпуса при активации селфи режима. И один из самых удачных смартфонов с такой камерой – Poco F2 Pro. Фронтальная камера на 20 мегапикселей, тыловая камера комбинированная, основной модуль на 64 мегапикселя. Пламенным сердцем смартфона выступает производительный Snapdragon 865. Изюминкой Poco F2 Pro является очень яркий AMOLED дисплей с хорошей заводской калибровкой. А прочие достоинства включают в себя хорошую автономность и отсутствие вырезов в дисплее наряду с тонкими рамками. Качество сборки отличное, а производительность у смартфона практически на одном уровне с флагманами на Snapdragon 865 и памятью UFS 3.1. Но здесь нет даже 90 Гц экрана, и главный модуль камер все же слабоват. В целом это достаточно интересный смартфон, опередивший свое время. И на AliExpress его можно взять за 58 тысяч рублей. Еще одна новинка 2021 года – с невидимой фронтальной камерой на 16 мегапикселей, которая расположена под экраном, смартфон ZTE X30 5G. Это относительно недорогой вариант с подобной полноэкранной технологией. Основная камера на 64 мегапикселя Sony IMX 682. Процессор Snapdragon 870. На выбор модели 8128 или 12256 ГБ. Экран OLED диагональю 6,92 дюйма с кадровой частотой 120 Гц. Аккумулятор батарею емкостью 4100 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 55 Вт. И по-моему это весьма интересный вариант по цене 40-45 тысяч рублей. Но если тебе нужен проверенный временем смартфон с выдвигающейся камерой и полным экраном, это OnePlus 7T Pro. Новые модели 8 и 9 поколения, к сожалению, имеют классические вырезы и приходится оставаться на старой модели. Правда, сам смартфон не отстал от трендов. Внутри быстрый Snapdragon 855+, достаточно неплохой AMOLED экран с частотой обновления 90 Гц, а тыловая камера на 48 мегапикселей. Сам по себе смартфон, безусловно, хорош, имеет топовые характеристики, хотя и доступной ценой он не отличается. На российском рынке уже можно приобрести сертифицированный 7T Pro по цене в 46 тысяч рублей, а версию McLaren Edition за 60 тысяч рублей. Но следующая технология фронтальной камеры встречается крайне редко. Смартфон Samsung Galaxy
A80. Интересный вариант с фронтальной камерой с поворотным механизмом. Модель Samsung Galaxy A80 оснащен особым шарниром, который позволяет прятать камеру, когда вы ей не пользуетесь. В остальном, этот полноэкранный смартфон оснащен энергоэффективным и быстрым процессором Snapdragon 730G. Основной модуль камеры на 48 мегапикселей, дополнительно установлен широкоугольный сенсор на 8 мегапикселей. Учитывая отличные технические характеристики, а также оригинальное решение с поворотной камерой, этот смартфон наверняка должен привлечь внимание пользователей, любящих инноваций и стремящихся оставаться на острие прогресса. И взять его можно всего за $370. Все ссылки будут в описании. А это интересный бюджетник с выдвигающейся камерой. И речь идет про смартфон Elephone PX4G. Стоимостью 10 тысяч рублей. 10 тысяч, Карл. Выдвижная камера на 16 мегапикселей с поддержкой Face ID. Аккумулятор 3300 мАч. Тыловая камера также на 16 мегапикселей. Она сдвоенная. Процессор MTK 6763. На борту 464 гигабайт памяти. И за такую сумму комментарии излишни. А следующий смартфон тоже в бюджетной категории и без выреза под фронтальную камеру. Модель Honor 9X. Как и у Honor 9X Pro, а также популярной модели Huawei P Smart Z, у 9X полноценный экран. Фронтальная камера расположена в специальном механизме верхней панели, который открывается по требованию. Это недорогая модель, реализована на базе процессора Kirin 810. На борту 464 гигабайт памяти и аккумулятор на 4000 мАч. Тыловая камера на 48 мегапикселей. Она комбинированная. У бренда Honor, который принадлежит Huawei, получился хороший продукт для тех, кто хочет большой экран без вырезов за небольшие деньги. Каких-либо значимых косяков обнаружить мне не удалось. В целом все ровно и хорошо. Опять же, за свои деньги $180, между прочим. Не забудь подписаться на канал, тут еще будет много интересного. Твоя подписка и лайк очень важны для продвижения. И пиши в комментариях, какие темы тебе еще интересны, и я попробую их раскрыть. Да пребудут с тобой инновации.